Пробьет или не пробьет? Вот в чем вопрос. Витаю! В этом видео при PMAX мы определим толщину стальной пластины, которую не сможет пробить свинцовый шарик диаметром 16 мм, летящий со скоростью 180 метров на секунду. Итак, для начала в FreeCAD создадим 3D модель. Она будет состоять из солид шарика диаметром 16 мм и поверхности размерами 5 на 5 см, между которыми должен быть минимальный зазор. Сохраняем их формат STP. Единицы 3D модели миллиметры, их и оставляем. И переходим в PrepaMax. Создаем новый файл, выбираем 3D, единицы 3D модели были миллиметры, значит выбираем миллиметры. И загружаем 3D модель. Придумываем имя файлу и переходим к настройке генерации сетки конечных элементов. Добавим параметр разбиения. Указываем максимальный размер конечного элемента, минимальный размер конечного элемента и число разбиения кривой. Второй уровень оптимизации можно выключить. Шарик мы будем моделировать объемными конечными элементами, а пластину конечными элементами пластин. Поэтому отдельно для пластин нужно еще добавить параметр разбиения на пластины. Генерируем сетку конечных элементов. Для удобства создания контактной пары создадим группу объединения поверхностей для пластины и группу объединения поверхностей для шарика. Создадим материалы. Для пластины будет сталь. Добавим плотность. Упругие свойства, модуль деформации и коэффициент Пуассона. Также, чтобы железка не вела себя как резина, добавим нелинейные свойства в виде пластики, где указываем пары напряжения, удлинения. Шарик у нас будет из свинца. Здесь все то же, что и для стали. Плотность. Упругие характеристики. Пластические свойства. Назначим свойства конечным элементам.
Шарик у нас состоит из объемных или иначе solid элементов, поэтому нужно добавить solid section. Шарик у нас будет свинцовый, соответственно, назначим ему ранее созданный материал свинец. Пластина у нас состоит из конечных элементов пластин, поэтому для нее создаем shell section. Здесь же помимо материала указываем толщину пластины, которая будет у нас равна 1 мм. Добавим параметры взаимодействия поверхности шарика и пластины. При соударении на больших скоростях тела ведут себя как абсолютно жесткие, поэтому возьмем модель Hard Contact. Создаем контактную пару. Метод определения контакта поверхность к поверхности, поиск пересечения настраиваемой, допуск равен геометрическому зазору из 3D модели. Ведущая поверхность у нас пластина, ведомая поверхность шарик. Раскрасим их, чтобы было удобно отличать. Добавим начальные условия. Добавим шарику в направлении минус z скорость движения 180 метров на секунду. Создаем расчет. Он будет состоять из единственного динамического шага. Алгоритм решателя можно оставить Pardisa, но разработчики пишут, что Pastix работает немножко быстрее. Для быстротекущих процессов выбираем процедуру Explicit. Расчетное время у нас будет супер коротким, поэтому инкремент ставим максимально возможный. Событие столкновения шарика с пластиной у нас будет длиться 0,04 секунды. Первый результат получим через 1 миллионную секунды. Минимальный временной инкремент у нас единица, умноженная на 10 в минус 8 степени. 1 стомиллионная секунды получается. Частота выдачи результатов. Все результаты подряд с точностью до 1 миллионной нам не нужны. Да и тогда файл с результатами будет слишком тяжелый, поэтому поставим выводить каждый 5-й результат. В параметрах вывода результатов для конечных элементов поставим выводить результаты для плоских элементов в объемном виде. Также смотрим, чтобы помимо усилий присутствовала энергия. Она нужна для анимации процесса. Добавим граничные условия. Закрепим края пластины во всех направлениях. Чтобы шарик двигался только вдоль Z, закрепим его по X, Y. Причем нужно закрепить не весь шарик, а только его образующую. Сохраняем все и запускаем расчет, который может длиться минут 10. Расчет окончен, смотрим, что получилось. Включаем реальный масштаб перемещений, выводим напряжение по мизису. Делаем пластину полупрозрачной и будем смотреть мультик, как она деформируется от удара летящим шариком.
Как видим, форма шарика почти не изменилась, а напряжение в пластине превысили предел прочности стали. К сожалению, Calculix не может моделировать разрушение элементов, поэтому увидеть, как шарик проделал дырку в пластине и продолжил свой полет, мы не сможем. Поэтому в том, что пластина действительно пробита насквозь, мы убедимся по другим признакам. Запустим еще раз анимацию и посмотрим, в районе какого узла с внутренней стороны пластины возникают наибольшие напряжения. Далее при помощи History Output выведем список напряжений в данном узле с привязкой к временным шагам. Выбираем узел, смотрим, чтобы среди выводимой информации у нас были напряжения по всем шагам. Выберем список напряжений по мизису и представим его в виде графика. Как видим, на протяжении всего процесса столкновения шарика с пластиной напряжения в пластине только возрастали, вплоть до предельного значения. Так что можно сделать вывод, что в месте столкновения пластина таки разрушилась. А вот пробита ли она насквозь, проверим при помощи графика скоростей. Идем в History Output и в этот раз вместо напряжений выбираем скорость. Укажем тот же узел. Нас интересует скорость направления минус z. Как видим, скорость на протяжении всего процесса столкновения только возрастала. Так что, если бы Calculix мог моделировать разрушение материала, то этот кусочек пластины, вероятно всего, бы оторвался и полетел бы вслед за шариком. Так что делаем вывод, что пластина пробита насквозь. Сохраним получившиеся результаты. Создадим копию файла с другим именем и посмотрим, как будет вести себя в тех же условиях пластина толщиной 5 мм. Для тонкой пластины лучше было использовать конечные элементы пластин, а для толстой целесообразнее применить объемные конечные элементы. Удаляем параметр разбиения поверхности на пластины и заменяем его на преобразование поверхности в набор объемных элементов. Толщина теперь будет 5 мм, которую поделим на 4 слоя и сместим в сторону на 2,5 мм. Генерируем новую сетку конечных элементов. Вот, теперь пластина состоит из объемных конечных элементов. В связи с этим нужно переназначить свойства пластины, удалить Shell Section и заменить ее на Solid Section. Также нужно обновить закрепление контура пластины.
Параметры шага можно оставить без изменения. В свойствах расчета файлу результатов даем новое имя, чтобы сохранить предыдущие результаты. И можем запускать расчет. Расчет окончен, посмотрим, что получилось. Напряжение у нас близки к пределу прочности. Включим мультик, посмотрим, как ведет себя шарик. Как видим, шарик в процессе столкновения слегка расплющился, так что вовнутрь он точно не попадет. Давайте посмотрим, какие повреждения получила пластина. Построим график изменения напряжения во времени. Как видим, напряжения тоже достигли предельного значения. Если пластина и не была пробита насквозь, то определенно треснула. Теперь выведем график скоростей внутренней стороны пластины. Как видим, скорость постепенно начала снижаться, значит шарик все-таки был остановлен. Так что можно сделать вывод, что пластина получила вмятину, трещину, но шарик внутрь не залетел. Если растянуть процесс хотя бы до 1000 секунды, думаю, можно было бы увидеть его полную остановку. Теперь посмотрим, как будет себя вести пластина толщиной 10 мм. Пересохраняем файл с новым именем. Параметры утолщения заменяем 5 мм на 10 мм. Количество слоев поставим 5. Offset 5 мм. Генерируем новую сетку конечных элементов. В настройках расчетного шага немножко увеличим время процесса с 400 тысячных секунды до 500 тысячных секунды. Переименовываем файл результата и запускаем расчет. Расчет окончен, смотрим, что получилось. Шарик почти полностью расплющился.
Включим мультик, посмотрим, как это будет происходить. На протяжении всего процесса столкновения напряжение в пластине едва превысили предел текучести. Значит, пластина выдержала. Давайте в этом убедимся. Строим график изменения напряжения во времени. Как видим, на заданном отрезке времени напряжение едва превысили предел текучести, значит, на пластине все-таки останется какая-то вмятина. Предел прочности не был достигнут, так что пластина не была пробита и даже не треснула. Убедимся в этом еще раз через скорость. В отличие от предыдущих расчетов, где скорость внутренней поверхности пластины почти приравнивалась скорости полета шарика и достигала 150 метров на секунду, а здесь мы видим, что она едва превысила 30 метров на секунду и тут же начала снижаться. А эти знакопеременные колебания в конце графика – не что иное, как звон. Получив удар свинцовым шариком, стальная пластина зазвенела, подобно колоколу. На этом все. Напишите в комментариях, насколько близкой к реальності получилась дана симуляція. І як завжди, дякую за увагу!